Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики канала Кость Бондаренко. Не в среду, но в пятницу. А почему? Потому что среда — это же маленькая пятница, а у нас сегодня большие темы. Поэтому в большую пятницу, Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что ждете нашего выпуска, конечно, разбора ситуации. Конечно, это все вот просто на этих, как всегда, эмоциях, вот этих качелях. Но сейчас примерно по состоянию на пятницу, 17 число, на вечер, мы можем понять, а что вообще произошло с Зеленским, с правительством и, собственно, к чему это все идет. Друзья, как всегда, подписывайтесь на Костя Бондаренко, Телеграм, Ютуб, милости прошу, ставьте лайк этому выпуску, не забывайте, пожалуйста, и участвуйте в нашем разговоре. Вопросы оставляйте в сообществе Ютуб, абсолютно открыто, в закрытом камерном режиме вопросы можно оставить в клубе зрителей Шелеста, милости прошу, ну и чат трансляции, вот там, но в самом конце, в финале, потому что улетучиваются сообщения. Лучше проголосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Из-за кого у Украины не получается победить? Варианты. Сырский, Зеленский, Трамп, Путин. Вот такие 4 варианта. Чем навеян этот вопрос? Уходя, как говорится, знаете, уходи, но Федоров дал же вот этот свой, не знаю, как это правильно назвать, стендап, да, о том, что ему удалось, чего не удалось, короче, уйти по-тихому не получилось, ушел громко. И говорит, что надо менять главкома, и только тогда может что-то получиться. Ну, а мы немножко расширили этот список, голосуйте, в конце подведем итоги. Константин Петрович, ну, как вы оцениваете отставку Федорова, и не затмила ли отставка одного Федорова целые перетурбации в Кабмине? Да нет, честно говоря, это такая раздутая буря в стакане, вот, настолько переоцененные события, что я думаю, что мы слишком много уделяем внимания этому событию. Более того, через месяц мы уже не вспомним об этом событии. Да, Федоров будет делать свою политическую карьеру, да, Федорову будут помогать несколько политических сил, которые уже делают на него ставку, да, они будут его выдвигать в президенты, скорее всего, но для Зеленского это только плюс, потому что Федоров, спросите у социологов, и они вам подтвердят, Федоров будет забирать голоса у Залужного, если Залужный все-таки будет идти на выборы. Вот. Так что, по большому счету, ничего не происходит такого, чтобы аж именно в политике. Политики в Украине сегодня не существует. Политика – это борьба между институтами, а в данной ситуации это борьба между какими-то бизнес-интересами. Вот. Смотрите, дело в том, что ни для кого не секрет, что сейчас в последнее время украинская тема стала камнем преткновения для Запада, и не только в отношениях между Европой и Америкой, но и те силы, которые, в принципе, вели европейскую политику, глобальные силы, они сегодня тоже раскололись в своих предпочтениях. Деньги, огромные деньги, которые выделяются на украинскую оборонную тематику и вообще на Украину, они сегодня смогли поссорить крупных игроков. Потому что раньше таких денег не выделялось. 90 миллиардов плюс 70 миллиардов обещанных. Давайте так, не выделенных, а обещанных, плюс еще 70 миллиардов. То есть это огромные средства. Вот, и понятное дело, что основные игроки, каждый пытается продвинуть своих производителей оружия, своих поставщиков оружия в Украину. И в этом отношении внутри Украины тоже есть лоббисты, которые лоббируют то одну, то другую группу. Разные группы влияния. И приезд Урсулы фон дер Ляйен накануне отставки Федорова, он был точно не для того, чтобы получить орден Европы за номером 1. А зачем? А зачем приезжала? Потому что сейчас, кстати, Урсулу фон дер Ляйен в Европе только ленивый не обвиняет в лоббировании определенных схем в оборонной сфере. Ее обвиняют в многомиллиардных потоках, которые осваиваются ее людьми. Представьте себе, возникает некая фирма. В 2023 году возникает фирма в Германии. Фирма, которая производит беспилотники. За 2 года, постоянно 25 год, конец 25 года, капитализация этой фирмы, возникшей с нуля, уже составляет более 5 миллиардов евро.
Вот. Оказывается, что во главе этой фирмы стоит бывший помощник Урсулы фон дер Ляйен. Ну, совпало. Да, так совпало. Но потом возникает еще одна фирма, тоже фирма, которая появилась тоже недавно, которая занимается боеприпасами. И тоже оказывается, что человек, который когда-то работал тоже помощником Урсулы фон дер Ляйен. И некоторые недоброжелатели уже насчитали не просто десятки, а сотни миллиардов долларов, которые прошли через эти фирмы. Вот. То есть, но есть же и традиционные структуры, которые тоже играют свою роль, которые тоже хотят наживаться на украинской войне, на украинском конфликте. И вот между ними идет конфликт. Вот, идет конфликт. И одни силы в Украине, вот экстраполяция этой борьбы, европейской борьбы. Да, кстати, я просто оговорюсь. Коалиция желающих – это именно в первую очередь дискуссионный клуб, где сторонники разных вот сил, которые хотят заработать на Украине, решают между собой свои вопросы. Вот что является коалицией желающих. Но это так, к слову. И тут появляются там разные группы, которые последних 2 года очень активно враждовали. Вот, за контроль над Укроборонпромом, за контроль над потоками на, скажем так, в оборонной сфере, за контроль над Министерством обороны, за контроль над теми или иными департаментами Министерства обороны и так далее. То есть все это, эти силы, вот они как бы где-то вели подковерную борьбу. Кого-то выбрасывали из этой борьбы, кого-то сажали в тюрьму, возбуждали уголовные дела. Была своя драматургия, но в целом все эти игры завязывались на большую европейскую и даже мировую политику. На всех тех, кто зарабатывали основные деньги там, в Брюсселе, в Дюссельдорфе и так далее. Вот. Что же касается нынешней ситуации, Зеленский решил идти в банк и выбросить из Министерства обороны тех, кто лоббировали, как ему казалось, неправильные схемы. Ну, подождите, ну вы же автор книги «Джокер», бестселлера политического последних лет. Вот как раз сейчас по просьбе чешских издателей дописываю еще одну главу, вот, которая называется, которая будет, ну ладно, не буду. «Отбой» называется, нет? Нет. Не отбой. Смотрите, Константин Петрович, ну вы же прекрасно понимаете. Ну, Федоров — это плоть от плоти. Это ниточка с иголочкой. Это Зеленский, и без Зеленского не было бы Федорова. И все Значит, так... смотрите, и вот, поймите, я хочу, чтобы мы сегодня разобрались. Ведь я видел много видео, не только тех, которых там безумцы какие-то, ну, малолеток каких-то, которые вообще фамилии путали, не понимали, зачем они стоят. Это было на Майдане, НАБУ с этими картонками год назад. И сейчас то же самое. Но в основном люди со светлыми лицами, они говорят, ну, как бы о Федорове очень хорошо. Даже Кулеба вынужден был выходить и говорить: нет, ну не делайте кумира. Какого кумира? Это же Миша 5%, который настраивал рекламку в Facebook, в Инстаграме, который занимался вот это вот продвижением кварталовских, околокварталовских и других проектов. О каких распрях? Это кореш. О каких распрях сейчас идет речь? Знаете, сколько у Зеленского было корешей? Вот. Федоров – это последний, кто пришел вместе с Зеленским в 2019 году. Больше остальных, которые пришли, которые составляли ближний круг, рядом с Зеленским не осталось. Он потерял практически всех тех, вот с кем в 2019 году пришел к власти. Все. Вот сейчас отставка Федорова в этом отношении действительно знаковая. Все, у Зеленского больше нет друзей, вот, которые помогли ему стать Зеленским. Что касается Федорова, год назад я абсолютно согласился бы с вами. Да, Федоров, плоть от плоти, ниточка с иголочкой и так далее. Вот. Но год назад произошли определенные события. Год назад те же картонки, те же люди с картонками, те же деньги, которые бросаются на организацию этих картонок и этих митингов. Вот, та же абсолютно стилистика, вы помните. Вот. И именно тогда, когда началось противостояние между вот этими, назовем их, соросятами, да, которые в конце концов в Украине замыкаются на Пинчука и Фиалу, вот. Дальше там, у Зеленского была своя команда,
Ну, вот началось между ними противостояние. Зеленский решил год назад показать, кто доме хозяин. В результате все это закончилось ничем. Зеленскому показали пленки Минтича. Вот, показали, что может быть, что начали его шантажировать этими пленками. И в результате к году, к декабрю, вот, пришли к определенному консенсусу. Определенный консенсус – это, значит, Зеленский увольняет Ермака, соглашается на Федорова как компромиссную фигуру, именно компромиссную фигуру между вот этими так называемыми соросятами, хорошо, я просто не расшифровываю дальше, называют их так и мы пока что условно будем их называть, и офисом президента, и, соответственно, создается определенное компромиссное поле. Федоров становится министром обороны, вот, ему дают полную свободу действий, но при этом Федорова взяли в оборот вот эти соросята. И начиная фактически с момента, когда он пришел на министерский пост, он начал играть уже не в игру Зеленского, а его просто, как там у Ильфа Петрова, ксензы охмурили Каздевича. Да? Так вот, в данной ситуации его вот, сторонники одной из линий, вот, западных линий, вот, охмурили Федорова. Федоров начал играть в другую игру, которая очень не нравилась Зеленскому. Более того, Федоров начал требовать, с самого начала практически, он начал требовать отставки Сырского, с самого начала. Он начал вникать в те дела, которые ему, как считалось, что он не должен туда лезть. У нас же что? У нас же например, министр обороны, извините, у нас министр обороны – это в первую очередь главный интендант армии. В первую очередь. Главный интендант армии. Он занимается в первую очередь поставками оружия, амуниции и так далее для армии, тендерами и всем прочим. А руководит боевыми действиями фронтом главнокомандующий вооруженными силами Украины. Но Федоров и его советники считали, что Федоров должен полностью руководить всем процессом, в том числе влиять и на ситуацию на фронтах. Вот этого ему не могли никак позволить. ну так смотрите, тут же очень интересный подтекст вот этого конфликта. Или не подтекст, правильно сказать, контекст конфликта. Мы же, смотрите, перелом состоялся, мы с вами обсуждали, там, мы же побеждаем. То есть у нас фронт — это, имеется в виду, квадратные километры движения там туда-сюда, ну, в основном туда или сюда, ну, в общем, в одну сторону. Это одно. А дипстрайки, вот эти удары, вот эти дроны, вот этот Starlink, это же все вспоминал Федоров в своей вот этой речи. Это вроде как другое. У нас сознательно это разделили. Получается, почему Федоров такой хороший министр? Потому что при нем, видите, смотрите, начали применять вот эти вот удары. Смотрите, он первый вышел и сказал... Смотрите, первый вышел и сказал, наша задача 50 тысяч русских в месяц убить. Все сначала так как-то немножко передернуло всех, в смысле, как? Нет, а потом это Зеленский повторил везде на свете, там Давос и еще и так далее. То есть мы видели, что фактически это министр обороны, это министр победы, а тут вот, смотрите, берут и снимают. Поэтому людей так тоже можно понять. Еще раз скажу, что в данной ситуации ни удары вглубь России, ни удары там беспилотниками по России, они не согласовывались с Министерством обороны. Министр обороны не является человеком, который отдает приказы. Так, сегодня там бомбим Омский нефтеперерабатывающий завод, а завтра Казанский нефтеперерабатывающий, а послезавтра там вот там Москву, бьем по Москве. То есть это не министр обороны. Более того, скажу такую вещь, министр обороны узнает об этих бомбардировках из телеграм-каналов или же из сообщений средств массовой информации, даже не из мониторинга. Вот в чем вопрос. Да, можно себе, конечно, записать, что да, мы выпустили такое-то количество ракет, такое количество беспилотников, и эти ракеты и беспилотники долетели до Москвы. Но точно так же какой-нибудь там китайский бизнесмен, который поставляет чипы, может тоже записать себе точно так же это в актив.
Хорошо, тогда давайте порассуждаем, а чем насолил тогда Федоров конкретно. Ну, Зеленский в момент вот этих встреч у трибунки, да, позавчера, он говорил, что мобилизация достойно надо как-то все проводить. А Федоров, выступая, уходя, прощаясь, тоже говорит, мобилизация, это Сырский Нет, виноват. смотрите, Федоров, по большому счету, он ничего не сделал на своем посту. Давайте говорить откровенно. За полгода, чуть больше, чем полгода, он не сделал ровным счетом ничего. Было очень много понтов, было очень много заявлений, было очень много красивых, эффектных там, обещаний, но на выходе ну, нечто, стремящееся к нулю. Вот. То есть яркой легендой у него не получается. Но при этом, чем серее тот или иной министр или тот или иной генерал, тем легче ему выстраивать образ, тем легче эту легенду создавать. У того же Залужного тоже не было военных успехов, крупных военных успехов. Он не одержал ни одной победы. Ну, прогнали же с Харьковской области вот тогда. Извините, пожалуйста, но русские ушли из Харьковской и Киевской областей не под давлением, не вследствие поражения военного. Вот. Это другой вопрос. Из Херсонской области тоже они выходили совершенно не под обстрелами. Не, подождите, из Херсонской как раз под обстрелами перебивали этот Антоновский мост. Области, нет, я напомню, что в Херсонской области тогда Байдену Россия по дипломатическим каналам послала определенный посыл, что если не прекратятся обстрелы, которые в результате были прекращены, вот, то, соответственно, российские войска применят те виды оружия, которые они будут считать необходимым. Это было в ноябре 2022 года, и это подтверждает американский дипломат. Так что это этот момент. Вот. И Соединенные Штаты по дипломатическим каналам, опять же, передали Украине, что дайте возможность российским войскам отступить. Что было сделано. Что касается Залужного, но ему создали определенный имидж. Залужный для многих является сейчас чуть ли не кумиром. Что же касается Федорова, ему тоже начинают делать этот имидж. И соросятские эти группы, извините, опять же, что я употребляю простонародное выражение, но эти группы ориентированы на группа компрадоров, ориентированная на глобалистские структуры западные, они, это и та же партия «Голос», и та же остатки самопомощи и прочее, все они сейчас начинают активно поддерживать миф о Федорове. Так что, по большому счету, у Зеленского к Федорову есть только одна претензия, по большому счету. Он не на тех сделал ставку с точки зрения Зеленского. Ну, так смешно сейчас наблюдать. Вот мы в прямом эфире, и приходят там кадры, и они ничем не отличаются от других кадров, которые... Митинг в Кривом Роге, в родине Зеленского, за Федорова. И там тоже Федорову, Мише, да, Сырскому, Саше, нет. Ну, вот так вот. Технология на самом деле... Державную. Нет, державную. Имеется в виду, что, смотрите, классное же противопоставление. Сырский, Федоров, да, выбирай. А почему Зеленский выбрал Сырского? Ну, смотрите, можно же было каким-то... выбрал не Зеленский. А кто? Люди типа Сырского, Иващенко, нынешнего главы ГУР, и целый ряд других, они были выбраны еще в свое время Ермаком. И они достались в наследство. После падения Ермака они все переприсягнули исключительно Зеленскому. Они сказали, мы готовы быть верными слугами царя, поэтому, Владимир Александрович, челом бьем и оставьте нас, будем служить верой и правдой. И действительно служат верой и правдой. Ни одного из них нельзя заподозрить в том, что они играют в какие-то подковерные игры или что они играют на какого-то еще одного сюзерена.
Ну, вы так говорите, как будто Ермак пал, почил, и нет Ермака с нами. Он жив-здоров. Отставка Кабмина, Журналисты отставка «Украинской нынешнего правды» Кабмина. говорят, что он даже к Сырскому ездил, успокаивать, наверное, после Люди того, как говорят, не знаю. Федоров его, ну вы же слушали эту речь, Федоров его размазал. Вот после такого позора, ну, что ему накидал Сырскому, конкретно Федоров, ну, тут ужас, что должно было произойти. Нет ничего, поехал Ермак, успокоил, Сырский говорит, спасибо тебе, Миша, за министерство, и все, и разошлись. Да, мы же не знаем на самом деле, была ли эта встреча, вот, является ли она реальной, или же это плод постправды, которая сейчас очень сложно отличима от реалий. Вот. Ну, то есть вполне возможно, что сама встреча Ермака с Сырским, вот эта ночная встреча Ермака с Сырским, она стала элементом определенных информационных войн. Но красивая легенда, красиво легла сейчас. Надо же показать, что Сырский вот является тоже, как бы, дальше продолжает выполнять указания Ермака, и опровергнуть это будет очень сложно. Ну что, если завтра Сырский и Ермак начнут в один голос кричать, да нет, мы не встречались, вот, ну, извините, пожалуйста, это только усилит подозрение. Поэтому в условиях постправды любую версию можно запустить, и эта любая версия будет восприниматься как истина последней инстанции. Вот. Что касается Ермака. Отставка Свириденко – это, можно сказать, это точка, очередная точка, можно сказать, одна из самых жирных точек в процессе деермакизации. Потому что вплоть до последнего времени, вплоть до какого там ее отправляли в отставку числа 14-15, вот Сверденко, вплоть до этого времени, нет, это воскресенье было, да, вплоть до отставки Сверденко возникал вопрос, если в отставку ушел Ермак, почему при своих должностях остаются люди Ермака? Отставка самой близкой к Ермаку Фигуры. Фигуры, да. Юлии Свериденко, вот, это как раз именно показывает, что в данной ситуации можно говорить о деермакизации власти. Ну хорошо, давайте так посмотрим, а кто пришел, Константин Петрович. Корецкий из семьи. Кима достали из Николаева. То есть, если так рассматривать конфигурацию того, кто пришел. Давайте, опять же, очень много мифов вокруг. Корецкий, как глава «Нафтогаза», его пытаются привязать к тому же Миндичу. Я один раз в жизни общался с Корецким. Один раз в жизни. Это было лет 15 назад. Он был тогда совсем молодым человеком. И я встречался с ним по просьбе Игоря Мироновича Еремеева, покойного ныне. Вот. Игорь Миронович, у него были большие неприятности, он позвонил мне и попросил, говорит, тут надо разобраться с одним делом, можешь ли встретиться с человеком. Вот. И мы встретились с человеком, мы с ним разложили все пасьянсы, что называется, мы очень быстро установили заказчиков обид относительно Еремеева, нити вели прямо к Коломойскому. Вот, то есть тогда. И вот тогда у нас был единственный случай, когда мы общались с Корецким. Он был тогда человеком Еремеева. То, что он стал во главе «Нафтогаза», это не совсем игра Миндича. Конечно же, то, что имя где-то прозвучало, вот его сразу же привязали к Миндичу, что Миндича поставил. Точно так же Шмыгаля пытались привязать к Ахметову. Шмыгаль работал у Ахметова 1 год. И то его трудоустроили туда, потому что надо было трудоустроить, поскольку он был замазан в действиях злочинной влады, работал в Львовской областной государственной администрации в те дни, когда ее возглавлял Василий Горбаль. Вот, и, понятное дело, надо было где-то после всех этих процессов, после Майдана где-то отсидеться. Его трудоустроили на год, даже меньше, чем на год, после чего он ушел в вольное плавание. Вот. Но только ленивый не привязал Шмыгаля к Ахметову. Вот.
И та же ситуация с Корецким, которого просто сейчас привязывают, что это его Миндич из Израиля, вот Миндич назначил своего премьера. Немножко другая ситуация, там Миндич сейчас не особо может назначить. Корецкий – это человек, которого согласовали целый ряд энергетических баронов, тоже в том числе с европейской пропиской. Я думаю, что когда-то все станет явным, все станет очень явным, особенно когда мы осенью посмотрим, откуда и с кем будут подписываться контракты, энергетические контракты. Почему такой Кабмин? Это еще более сложно, потому что этот Кабмин, это, опять же, он будет полностью кабинетом Зеленского. Зеленский будет на ручное управление берет это. Офис президента будет этим всем руководить. Но по большому счету можно сказать, что сегодня в стране постепенно вот силовой блок, что является очень важным, и который будет давлеть над самим правительством, станет таким себе объединением двух фигур фактически. Двух основных фигур, которые будут влиять на силовое ведомство на разных уровнях там, и так далее. Это Александр Поклад и это Олег Татаров. То есть, по большому счету, вот год говорили о том, что будет некая хунта и так далее, хунта, которая будет руководить страной. Вот. Кто-то говорил, что Залужный, Буданов там объединятся вот, и так далее. Зеленский решил не ждать, когда генералы объединятся. Он попросту решил передать все силовые ведомства под контроль двух фигур. Вот. Поклада и Буданова. И они будут основной направляющей силой украинского общества на ближайшую перспективу. Зачем? Цели? Цели – это в первую очередь Зеленский боится потрясений, переворотов и так далее. Они ему пообещали организовать качественно, организовать защиту его интересов и защиту его стабильности и безопасности. То, что Корецкий может быть преемником, утка от Мазураша. Абсолютно утка. Абсолютная утка. Пути Господни неисповедимы. Вот. Никто не знает, что ждет кого в этой стране. Но специально ставить Корецкого на заведомо провальную должность, и говорить о том, что это у нас назначают преемника, но это, знаете, просто кто-то, кто не знает украинскую специфику и пытается накладывать российские там, нарративы на украинскую действительность, они не учитывают то, что в России потенциальным преемником в случае там, смерти, там, добровольного ухода и так далее президента является премьер-министр России. И поэтому в России любого премьер-министра, в данный момент Мишустина, рассматривают как возможного преемника. А вот если что-то, вот если так сложатся какие-то звезды там сложатся, то Мишустин становится там исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Там, глядишь, он станет и компромиссной фигурой для элит и так далее. То есть это можно прочитать очень часто, это в российских СМИ очень часто. Просто исходя из нормы Конституции, что формальным преемником является премьер-министр. В Украине, согласно украинской Конституции, формальным преемником в таких случаях является спикер Верховной Рады. Ну, про этих вообще никто никогда не думал. Ну, давайте. В том-то и дело. Но дело в том, что премьер-министр это не является потенциальным преемником. Преемником является спикер Верховной Рады. И у нас уже один раз так было, когда Януковича лишили президентских полномочий, власть перешла в руки спикера Верховной Рады Александра Валентиновича Турчинова. Что теперь будет с Умеровым? С Умеровым, я думаю, никуда не денется. Ему найдут какую-то еще должность. Вот. Хотя у Умерова, да, сложные отношения со многими политическими фигурами, но Зеленский его ценит. Послом в США, наверное, из секретаря СНБО. Не обязательно. Я бы на месте Зеленского рассмотрел бы вопрос назначения Умерова главой офиса президента. А Буданова куда? Спросите у Поклада. Поклад, который ненавидит Буданова настолько, что кушать не может, я думаю, что он ответит вам. И поскольку власть сосредотачивается в руках у людей, которые с Будановым, скажем так, в очень напряженных отношениях, то
Вопрос, скажем так, является риторическим. Ну, просто понимаете, тут как, все же ждали от Буданова нечто, ну, каких-то... Вы понимаете, дело в том, что когда дело Ермолаева специально повели по конкретному следу с тем, чтобы обвинить ГУР в том, что это именно ГУР организовал и все прочее, уже тогда было понятно. И, кстати, такой очень интересный момент. Позапрошлый понедельник у Александра Валентиновича Поклада был день рождения. Он не праздновал свой день рождения, он провел весь свой день рождения в следственных действиях. Он просто рыл, что называется, вот, чтобы выйти, чтобы найти определенные следы. Он нашел эти следы. Вот. И я думаю, что он дальше будет продвигать эту версию, в частности, именно ГУР к заказу покушения на Ермолаева. Да, конфигурация вырисовывается отличная, но с другой-то стороны, надо же четко понять, так, а чьи сейчас? Вот вы говорите, не российский, не российский. Да российский, слушайте, спецслужбы, да и все. Ну и модель-то российская. Поэтому дело такое. Не, ну модель была российская, но ее очень серьезно над ней поработали, шлифовали очень активно западные Вот, консультанты. и это мой вопрос. Так, сегодня там временную поверенную назначили Соединенных Штатов Америки, не было же никого, а тут теперь появилось. И это как раз вот в аккурат вот этих всех передряг. Киев сейчас больше с Лондоном или с Вашингтоном? Киев больше с Лондоном. Именно с Лондоном, но делает такие яркие улыбки в сторону Вашингтона, что вот чего изволите. И даже вот эти, скажем так, карнавальные действия Зеленского, который собирает Буданова и Залужного и говорит о президентских выборах возможных, и ваши там, перспективы, ваши планы относительно президентских выборов, это тоже определенные реверансы перед Соединенными Штатами. Но Лондон как был, так и остается самым близким, самым надежным соратником, партнером Украины. И когда мы говорим Лондон, мы не говорим про Стармера, вот, про консерваторов или лейбористов, мы не говорим даже про королевскую семью, мы говорим про лондонский сити. Вот, деловые структуры, которые являются главным заказчиком войны, главным спонсором войны, и которые до сих пор являются главной, руководящей и направляющей, извините, что уже второй раз употребляю это выражение, вот, силой украинского общества. Константин Петрович, как эти все изменения повлияют на ход войны? То, что у нас в вопросе. Никак. Это внутренняя кухня, война войной, вот, перестановки перестановками. Вот, кстати, вы же знаете, что в ходе, когда у нас в Украине объявляется военное положение, правительство тоже не подлежит замене. Но уже второй раз меняют правительство, несмотря на то, что у нас боевые действия, что у нас объявлено военное положение, несмотря на это, правительство меняет. Но проводить выборы, оказывается, нельзя. Ну, у нас же демократия, люди хотят выходить, вот выходят. Сейчас в эти минуты проходит митинг также в Киеве. Железняк, который там на этом митинге говорит, что народу больше приходит, то есть начинается вот какой-то, наверное... Ну, опять-таки, тут тоже я слышал разные трактовки. Например, в Одессе снимали потом, когда после митинга в эти выброшенные картонки, ну, то есть отработали сколько им нужно, там поставили 2-3 часа, побросали, ушли. Посмотрите на один важный маркер. В июле прошлого года, когда Зеленский решил, что называется, прибрать к рукам НАБУ и САП, вот, первым делом возмутилась Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен, она гневно осудила действия Зеленского. А в нынешнем году голоса Урсулы фон дер Ляйен нет. Она не осуждает отставку Федорова. Хотя я читаю вот польские, британские и прочие издания, как они облизывают Федорова,
какую биографию они ему там создают, какой миф создают вокруг Федорова. Величайший реформатор, который пал жертвой интриг генералов, которые прошли через советские школы, генералы советской закалки, консерваторы там, такие, вот, дундуковатые, вот, они съели блестящего реформатора Федорова. Это польская, например, газета «ПЛ», такая либеральная газета, вот, и так далее. То есть, и я понимаю, что, скажем так, немножко преувеличена, приукрашена информация, но для западного читателя создается картинка. Но голоса вот, первого лица европейской политики нет, потому что ее интересы в Украине дальше обеспечиваются уже другими людьми. Получается, что у нас происходит такой момент, что силы никакой быть не может, которая противостоит Зеленскому и вот этому режиму. И соответственно, опереться можно только условно на вот эту ветку и на эту партию. Но, с одной стороны, это дает нам понимание, что вот все будет продолжаться, деньги дадут, война будет идти дальше. Но, с другой стороны, мы наблюдаем за тем, что из себя... Вот сейчас, например, вскрывается, ну, опять-таки, риторически пока что, и европейское недовольство Китаем, и трамповское недовольство Китаем. То есть, в принципе, такое ощущение складывается, что есть много таких разведпризнаков, что с Россией уже как бы все понятно, все нормально. Даже Урсула, если верить журналистам Евроактив, говорила о том, что придется какой-то компромисс находить. Уже кроме воинственной риторики все равно звучат вот эти тоненькие голосочки, песклявенькие, вот такие, что будет какой-то компромисс. Европа и Москва. Москва это все вообще не комментирует, то есть, ну, как бы официально имеется в виду, это ваше дело. Митингуйте, деритесь, и, судя по всему, все как бы и придет к переговорам европейцев неких и Кремля. И к этому моменту у Зеленского будет готовы все вертикали, все рычаги управления, все будет зачищено, подчищено, лишних вообще уберут. И, в общем, так хорошо, можно выборы проводить для проформы, можно кого ставить. У Зеленского есть 17 дней. У Зеленского остается 17 дней, практически, до 3 августа. Вот. Это срок, который он сам определил для себя, который он утвердил в Анкаре у Трампа. Трамп похлопал по плечу Зеленского, сказал: Зеленский молодец, у Зеленского есть все шансы, он сможет, он выдержит, но 3 августа он должен будет отчитаться о проделанной работе. Почему 3 августа? 25 июня он объявил о 40-дневном плане принуждения Путина к миру. Что за 40 дней мы посадим Путина за стол переговоров. И Трамп сказал: окей, хорошо, мы даже подыграем в некоторых моментах. Мы даже создадим информационное поле определенное. И вот сейчас там начинают носиться там с законопроектом, который якобы конгрессмены сейчас примут, который серьезно ударит по перспективам американо-российских отношений, что вроде бы санкции ведут даже против Путина, будут вводить санкции против Лаврова и других там министров ключевых будут вводить санкции. Такие, я вообще эти новости называю сегодня поминки Линдси Грэма. Вот это вот. Да, вот именно. Но в целом создается определенный такой антураж, чтобы не сказали, что Соединенные Штаты не помогают Украине. Но Трамп будет четко ждать 3 августа. И Зеленскому об этом уже сказали. 3 августа его спросят: чего вы добились? Путин готов садиться за стол переговоров? Вот. Зеленский зайдет руками. После этого Трамп снова скажет: тогда, значит, нечего тут, значит, вот это кочевряжется. Так что давайте снова садиться и будем договариваться уже. Договариваться, исходя из тех обстоятельств, которые сложились. Константиновку потеряли. Дружковка на грани потери. Херсон эвакуируют, сегодня сообщили. Да, то есть и так далее. То есть давайте говорить: вот у меня есть разведданные американской разведки, вот, а не те бурзилки, которые вы подаете, как будто бы свои большие достижения. И в этой связи Зеленскому придется менять свою, очевидно, тактику.
Придется, но вот именно ожидание 3 августа, именно в ожидании того, что американцы поменяют свой гнев, поменяют свою милость на гнев снова по отношению к Украине, и снова начнутся определенные давления на Зеленского. Зеленский очень боится, чтобы его случайно не заменили в этот период кем-то другим. Чтобы не произошло какого-то внутреннего переворота. Именно поэтому он отдает все бразды правления Татарову и Покладу, которые ему сказали, что мы защитим любой ситуации. Ну, я не знаю насчет Поклада. Ну, Татаров, как бы... Ну, извините, то, что сейчас пошло усиление линии Татарова в тех же внутренних органах, имеется в виду в Министерстве внутренних дел, в полиции и так далее, это тоже яркое свидетельство. Нет, я к тому, что Татаров, судя там по его бэкграунду, он лихо может проститься с Зеленским и перейти к другому. Знаете, на самом деле я лично знаю Татарова, и я ничего плохого о нем сказать не могу. Так я ж не говорю ничего плохого. Нет, я говорю, что я знаю его деловые качества, знаю его хватку, но я встречался с ним, общался, когда он был адвокатом. Вот. Да, человек человек умный, человек не глупый, человек со своими принципами и прочее, но при этом себе на уме. В чеченцев стрелял? Не знаю. Я с ним рядом не был. Это Малюк может подтвердить или опровергнуть. Они вдвоем там стреляли. Они с Малюком вдвоем стреляли в первый день вторжения на Банковой в чеченцев. Да. Это еще та история с Татаровым связана. Константин Петрович, как в эту всю парадигму встраивается сегодня, пришла новость, что официально, ну, это, смотрите, это целая процедура, там нужно объяснить, что это не так просто взяли, откопали, перевезли. Короче, Коновальца тянут в Украину, его кости. Сегодня Зеленский провел совещание о том, как с поляками, ну, в общем-то, наладить связь. И решил, что рабочие группы, рассекретим все документы. А я вот, знаете, я не шибко большой спец, но когда я изучал историю в университете, тоже мы рефераты писали, не было еще этих искусственных интеллектов, не так это все, даже интернет особо был моден для этого написания. У меня есть четкое какое-то стереотипное, я уже сейчас даже не помню откуда, ну, мне говорили, что да нету там ничего вот такого сверхсекретного в украинских именно архивах по поводу Волынской резни и всего остального. Ну, ничего страшного там открыть нельзя, но Зеленский сегодня распоряжается это делать. С одной стороны, он там открывает какие-то архивы, примирение, вот давайте там узнаем правду. С другой стороны, сегодня начинается процедура перекапывания Коновальца. И ладно бы перекапывание, вот этот вот пантеон героев, Мазепу поставили в Киево-Печерской лавре, но там же как-то так вот был комментарий, ну, каких героев? Да там будет человек 5 от силы. Нет, 25. До 25, Алферов сказал до 25 человек. Ну, в смысле, Лесю Украинку там и оставят, Шевченко там и оставят, всех там и оставят. Получается, свезут как бы этих нацистов, соберут в одну кучку и скажут пантеон героев. Вы знаете, вот уже у нас перезахоронили в Киеве Андрея Афанасьевича Мельника. Да, так вот, я сейчас сделаю очень непатриотичный акт в условиях, когда мы сейчас на грани такого вот именно такой информационной войны с Польшей. Вот. Вы знаете, что мельниковцы вот, отряды мельниковцев, которые сформировали так называемый Волынский легион, который позже переименовался в 31-й батальон СД, принимали участие в подавлении Варшавского восстания в 1944 году и отличились особым зверством. Поляки, так вот, я думаю, что в архивах, поляки в украинских архивах будут искать в первую очередь именно эти данные. Именно про этот легион. И тут уже как бы Бандера, УПА и так далее могут отойти на второй план. И пантеон
который сейчас создается так тщательно, он может стать очень интересным яблоком раздора не только для наших отношений с Польшей, вот, но и для внутренних расприй, когда часть украинцев будут выступать против вот этого навязываемого нарратива, который создается Институтом национальной памяти. Вот. Да и с Коновальцем тоже не все так просто. А если вдруг окажется, что та информация, которая не публиковалась, которая фигурировала в окружении, вращалась в окружении гетмана Скоропадского в 30-е годы, в 40-е годы, относительно того, что Коновалец на самом деле имел очень тесные контакты с советскими спецслужбами, и что якобы в 1921 году состоялась тайная встреча Коновальца и Раковского, представителя Советской Украины, где было заявлено о том, что где они подписали тайный пакт относительно того, что ОУН не будет действовать на территории Советской Украины, а будет фактором дестабилизации политической ситуации на территории Польши, что это правда. Самого документа нет, но Скоропадский и его окружение апеллировали именно к этому. К этим документам, именно к этому факту. Ну, вполне возможно, что это надумано, вполне возможно, что этого не было, но просто политическая конкуренция, но факт остается фактом. А теперь еще и предлагают и Коновальца вместе со Скоропадским похоронить в этом пантеоне. Ну, в принципе, на самом деле это не новое. Очень многие антиподы, например, во Франции, вот люди, которые были антиподами в свое время, которые не пожимали руку друг другу, их просто в разные углы пантеона разнесли, вот, чтобы они после смерти не пересекались друг с другом. Так что и у нас такое может быть. Но сам пантеон, сама идея пантеона может стать камнем преткновения для дальнейшего гражданского мира и мира с нашими соседями. Но опять получается рука Кремля? Нет. Вы знаете, на самом деле вот, есть большое количество случаев в украинской истории, когда даже в Кремле, даже Путин, наверное, от удивления и зависти, что вот как же он до такого не додумался, вот, могут просто-напросто охреневать. Вот. Что оказывается, что столько было возможностей, а нас опередили сами же украинцы. Знаете, мы иногда подозреваем в каких-то козлях Путина, там, где мы сами себе вредим, где мы сами себе стреляем. Зачем Украина отключает свет в Крыму? Ну, опять же, Украина будет в ближайшее время действовать, направлять огромное количество усилий на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. Но вопрос, а Украина ли отключает? То, что происходит, да, вот, то, что происходит в Украине, все сейчас сваливается на Россию. Что Россия, любое, что это, дождь не вовремя пошел, это Россия виновата. Вот. Засуха, морозы, это Россия виновата. Все. Точно так же сейчас в Крыму вот, относительно Украины. И причем этому подыгрывают и политики, и генералы тоже. Но ведь тут же тоже нужно понимать, что какая жизнь в Крыму, такой она будет в Николаеве и Одессе. Я тут в третий раз за наш сегодняшний разговор Кима вспоминаю. Так его эвакуировали, Константин Петрович. Кима-то эвакуировали. Вот, последние месяцы Ким был инициатором нового политического проекта. Только ленивый не говорил про этот новый политический проект Кима Терехова, который был бы таким предложением для Юго-Востока Украины. Вот, фактически такая реинкарнация проекта «Наш край». Вот, был такой проект. Вот, и сейчас, если Ким не идет на, вот это, на создание этого проекта, нового проекта, а идет в правительство, это значит, что подвиснет сам проект
партии Кима Терехова. Ну, Терехова, с ним встречался Зеленский? У него сегодня вообще Да. встречи, со всеми встречается. Терехову ничего не обломилось. Даже Насколько я знаю, Терехову предлагали пост, но Терехов отказался. тут тоже такая интересная ситуация. У Федорова же советники два новоиспеченных. Это Стерненко и вот этот Флэш Бескрестнов, да, который по радиотехнической части. Значит, Флэш теперь будет советником самого Зеленского по этой же части. А Стерненко что-то пока непонятно. Он даже на всякий случай вчера не пошел на митинг с картонками, хотя все там товарищи его были. Получается, что что-то как-то не... Вот Федоров постоянно говорил про свою какую-то команду. Команду. Так а что там за команда? Знаете, Федоров меняет свою команду точно так же, как менял команду Зеленский. Потому что одна команда, которая пришла с ним в Минцифры, да, или, так, вторая команда, которая пришла с ним, когда он уже был вице-премьером, вот, третья команда – это люди, которые пришли с ним в Министерство обороны. Ну, вопрос того, что команда у него постоянно меняется, это тоже является уже, в принципе, свершившимся фактом. Я просто пытаюсь понять, есть ли какая-то сила внутри, которая вот все-таки... Федоров будет ставленником той силы, которая внешне, ну вот, давайте назовем ее так, ладно, будем называть ее условно так, дом Ротшильд, условно. Вот эта сила. Которая находится там в конфликте с BlackRock и так далее в последнее время. То есть у них есть определенное трение. Внутри это экстраполяция этой силы, это Пинчук, Фиала и несколько других там бизнесменов, которые сегодня тоже пытаются играть свою политическую игру, а главное экономическую игру, экономика, которая построена на оборонных заказах. Ну, ни один еще министр, так как Федоров, не уходил. Красиво с технологической точки зрения ушел, как вы думаете? У него был шанс уйти тихо. Вот он решил хлопнуть двери. Ну, в принципе, хлопнул. Вопрос: за этим вот хлопком двери должен пойти следующий некий шаг. Когда он этот шаг сделает, это непонятно. Будет ли он сразу же системно действовать дальше? Будет ли он добиваться все-таки того, чтобы те силы, которые стоят за ним, нажали на Зеленского? Зеленский сказал: да ладно, все-таки да, я пошутил. Вот, уважаемый генерал Хмара, вот, не быть вам министром. Тем более он не может быть министром, он генерал. Понимаю. Не, ну, он может уйти в отставку. У нас уже был генерал Таран, который занимал министерскую должность. Так что это вопрос такой. Сегодня генерал, завтра сложил погоны, снял погоны и становится гражданским министром. Ну, это мы возвращаем Федорову, может так сказать, Зеленский. По крайней мере, Федоров может на это надеяться. Но он понимает же тоже, что это ненадолго. Что, ну, месяц еще посетит. Через месяц его снова могут снять. И в этом плане как раз Федорову, очевидно, будут готовить политическое будущее, будут готовить его в президенты, будет кандидатом в президенты, но как раз технологи Зеленского пытаются доказать, что это будет только на руку Зеленскому, потому что выдвижение Федорова просто будет дробить то поле, которое сегодня ассоциируется с Залужным. Ой. Ну, у нас же война сейчас. Ну, я понимаю. Да, а в Киеве... Война, но у нас, поговорите с любыми политиками или теми, кто таковыми себя считает. Я повторюсь, политики у нас нету сейчас. Политического процесса нет. У нас большое количество политиков, которые на досуге, там, вот, которые приезжают иногда в Вену, там, вот, которые, там, с которыми созваниваются, которые, я знаю, сидят там где-то вот, по кофейням в Киеве и обсуждают вопросы, вот если завтра будут выборы, а вот у нас точные данные, вот нам шепнули, что 24 августа Зеленский точно объявит выборы. Кстати, это каждый год. Вот я слышу, 24 августа Зеленский точно объявит выборы. Вот. И так далее, и так далее. Все это как раз
показывая, что у нас большое количество людей, которые просто оторвались от реалий политики. А если не так, если по-другому? Я сейчас объясню, в чем смысл. Смотрите, протестный потенциал в стране очень-очень большой. Это однозначно. То есть ТЦК, бедность, обнищание. Нормально, плюс-минус свободными людьми, плюс-минус, опять-таки, но опять-таки могут быть вот эти студенты, да, как на Майдане, побылы студентов, да, это все. Ну, то есть, я имею в виду, чтобы не бояться ТЦК, чтобы плюс-минус себя хоть вольно дышать, хоть как-то, хоть чуть-чуть в стране. Почему вот за весь наш разговор вы как бы на этих, я понимаю, картонки, проплаченные, еще что-то, вы все равно ставите крест. Но я привожу простые аргументы. Смотрите, сегодня вечером было вчера, больше, чем вчера людей. Более того, у нас же война идет. А в Киеве проводится такое мероприятие, музыкальное мероприятие, «Атлас», да? «Атлас» фестиваль в Киеве. Что там произошло? Ну, люди заходят, собственно, на мероприятие, и охрана не пускает их с картонками. А там же центр города, они там тоже недалеко с картонками, вот, людей больше. И вот они не пускают их с картонками. И вот что происходит непосредственно на самом фестивале. То есть музыканты заткнулись, толпа начала скандировать «Федоров, Федоров». Они вывели его там фотографию в этой арафатке, да, то есть, еще раз, может быть, мы недооцениваем вот этот потенциал и вот эту заинтересованность, вот этих сил, о которых вы говорите. Могут ли эти силы вообще Майдан замутить? Ну вот так, по приколу. С Федором в арафатке, с искусственным интеллектом, с какими-нибудь картонками, где-то еще что-то. Ни один Майдан не может быть успешным без поддержки извне. В первую очередь не только финансовой, но и политической поддержки извне. Это первый момент. Второй момент. Вот ровно для того, чтобы Майдан не начался, вот, чтобы не было никакого Майдана, вот, именно с этой целью сейчас бразды правления в силовых структурах принимает генерал Пуклат. Вот. Третий момент. Если это Янукович там сомневался, разгонять Майдан, не разгонять Майдан, применять войска, не применять войска, Зеленский сомневаться не будет. Это показал Львов. Не только Львов. Зеленский сомневаться не будет. Он не будет, извините, пожалуйста, за непарламентское выражение, жевать сопли. Вот. Это Янукович, размазня, который там фактически долго метался в габлетовских таких именно муках. А что ему делать? Может пойти на какие-то переговоры. Кстати, украинский Майдан 2014 года, он показал одну вещь, которую используют после этого все правители, против которых пытаются применить технологии цветных революций. Ни в коем образе нельзя идти на переговоры с Майданом или там с протестующими. Переговоры с протестующими – это придание этой толпе, которая собирается, даже если это миллионная толпа, она все равно является толпой. Только власть идет на переговоры с этой толпой, толпа превращается в политический субъект. Вот. Сразу факт переговоров приводит к политической субъективизации. Это то, что не учел Джин Шарп. Вот. И украинский Майдан это показал. После этого, посмотрите, Лукашенко не пошел ни на какие переговоры. Вот. Грузия, люди Иванишвили не пошли ни на какие переговоры. Вот. И так далее. Возьмите любая попытка Майдана, попросту полный игнор со стороны власти. И Майданы сразу же сдувались. Так и здесь. Зеленский не даст ни единого шанса Федорову превратиться, если Федоров возглавит какой-то Майдан или Федоров поставит Майдан, Зеленский не даст ни единого шанса Федорову, чтобы тот стал равноправным участником переговорного процесса. Так что поэтому я считаю, что вряд ли полноценный Майдан в Украине возможен.
Еще один вопрос, и перейдем к вопросам зрителей. Константин Петрович, а что за, прости господи, происходит за ужас? Сибига заказал убийство посла на Кипре. У Гончаренки выходит бывший посол Украины на Кипре и говорит, что он там поставили почетным консулом, а это какие-то братки, мафия киприотская, и вот это вот все, и дошло до того, что его там развернули рейс спецслужбы 4 стран. Сказали, ты не лети туда, иначе тебя грохнут. И Сибига обвиняется этим послом в том, что он его заказал. То, что говорит Сибига, то, что говорит посол относительно Сибиги, я охотно верю. Вот. Но то, что эта информация появилась именно сейчас, я считаю, это один из элементов давления на Зеленского и его команду нынешнюю. Вот. Именно в плане противостояния между Зеленским и глобалистом. В этом нет ничего странного. Более того, я думаю, что сейчас еще очередная порция пленок каких-то выйдет. Не обязательно с голосом Зеленского, но какие-то довольно узнаваемые голоса будут. Будет большое количество компромата. Это мы все будем смаковать на протяжении ближайшей недели. Угу. Да, хороший анонс. Ничего не скажешь. Значит... Просто по законам жанра. По законам жанра. Понятное дело, что на эффективность Майдана никто не рассчитывает. Майдан – это декорация. А нужны более какие-то жесткие действия для тех, кто сегодня теряет контроль над потоками денег в оружейной сфере. Вы же видите, что и контроль над Укроборонпромом потеряла эта команда и так далее. То есть, по большому счету, есть что терять. Там такие миллиарды вращаются. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам, подведем итоги. Из-за кого у Украины не получается победить? Сырский, Зеленский, Трамп и Путин. 3% из-за Сырского, ну, как Федоров говорил. 7% из-за Трампа не получается победить, считают. 43% из-за Зеленского, ну, потому что плохо воюют. А 47% считают, что из-за Путина. Я тоже считаю, что из-за Путина. Вот, ну, в данной ситуации, понятное дело, абсолютно несопоставимые силы. Вот, так что было бы странно, если бы в этой ситуации Украина действительно могла бы победить. Я это говорил неоднократно. Что с Россией? Что они будут предпринимать до этого 3 августа? Я думаю, что будет две линии. Первая – это все-таки Россия будет пытаться показать успех боевых действий на Донбассе. А второе – это продолжение очень жестких и систематических ударов по украинским городам, по объектам военно-промышленного комплекса и по военным объектам в целом, также по инфраструктурным объектам. То есть какой нам только снится в этой ситуации, я имею в виду граждан Украины. Затишья точно не будет. Ракеты будут лететь, и дроны тоже. Ну, особенно Одессе тяжело. Сейчас юг выносят просто напрочь. Экспорт зерна на дно. Одесса, Киев, Днепр, Запорожье. Всюду смотрю, Харьков. Всюду, каждый день я утром смотрю сводки. Вот одни и те же города, одни и те же населенные пункты, одни и те же территории. Но я думаю, что расслабляться западным областям тоже не стоит. Ну, Марцинкин уже предупреждал. Кстати, сейчас предупреждают, что 48 часов будет новый обстрел Киева. Зеленскому нужно срочно куда-то съездить, чего-то подписать с кем-то. Ну, наверное, будет. Друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Режим Блиц, все как всегда. Кстати, подпишитесь на Костя Бондаренко. У Константина Петровича тоже есть такие отдельные эфиры, где он отвечает на ваши вопросы, собирает их. В общем, интересно. Поехали. С клуба зрителей начнем. Добрый вечер, Александр Александрович, Константин Петрович. Цитата. «Историки для национализма – это то же самое, что сеятели мака в Пакистане для
потребители героина. Мы обеспечиваем рынок важнейшим сырьем. Прошлое и есть то, что создает нацию. Именно прошлое нации оправдывают ее в глазах других, а историки — это люди, которые производят это прошлое. Эрик Хобсбаум. Какой-то Людовик приказал подавать к столу тупые ножи, боясь быть убитым. Вопрос: испытывает ли историк чувство вины за рост националистических настроений в обществе? Точно нет. Это то же самое, что, там, я не знаю, изобретатель гильотина или там должен испытывать угрызение совести за массовые казни в ходе французской революции. Он пользовался, Гильотен руководствовался исключительно гуманными соображениями. Вот, что касается, да, кстати, в начале 90-х годов во Львове была газета «Пост-Пост», называлась, вот, и там у нее была такая ремарка в конце этой газеты, там, где были выходные данные, там редакция, вот, там была ремарка: намерение редакции могут не совпадать с последствиями публикации. Так что в данной ситуации то же самое можно сказать про историков. Историки создают концепцию. Томас Корнель когда-то говорил о том, что нация – это сообщество людей, объединенных совместным будущим. Прошлое чаще всего разъединяет. Прошлое разъединяет. Но без концепции, без мифа, исторического мифа, без некоего документа, который называется история того или иного народа, той или иной нации, невозможно строить нацию. Да, он мифологизирован. Это касается российской истории, украинской, польской там, и так далее. Сотни раз переписаны, сотни раз отшлифованы, меняются акценты и так далее, но все-таки это определенная платформа, на которой строится величие, или же наоборот, там, скажем так, или пытаются создать определенный фундамент для строительства нации. Но только история не может быть главным элементом нации или национализма. Вот. Любая нация и национализм базируется в основном на определенных перспективах, которые вырисовываются в будущем. Денис, добрый вечер. С одной стороны, мы видим, Россия не бьет по Банковой, Кончи-Заспе и так далее, что подразумевает договорняк. Но с другой стороны, Зеленский практически перед каждой массовой атакой покидает страну. Так а что ему тогда бояться, если все равно по нему не летит? Спасибо. Это рекомендации, которые дают ему его охрана, это рекомендации, которые дают ему его партнеры. Вот, любая охрана любого главы государства делает все для того, чтобы минимизировать риски. Слишком дорого обходится бюджету, а также донорам главы государства. Так, вот такой вопрос. Украинскую государственность создал Ленин. 4,5 года прошло с момента, как эти слова произнесены. За все это время в украинском дискурсе я не видел ни одного разбора по существу этого тезиса. Евгений пишет. Только шутки. В России я минимум 10 спикеров могу вспомнить, которые с этим тезисом либо спорили, либо расшифровывали, либо расширяли. Неужели украинские историки не способны к академическим спорам? Нет спикеров, равных, к примеру, Алексею Миллеру. Почему только шуточки и санкции теперь средства борьбы с исторической наукой? Да нет, украинские историки очень хорошо спорят между собой и с внешним миром, и в профессиональной среде, и тот же Георгий Касьянов, которого я глубоко уважаю, вот, и других могу называть сейчас историков, которые ведут квалифицированный диалог. Другой вопрос, что, например, украинские средства массовой информации на сегодняшний день выставляют блоки для них. Вот, есть большая проблема с площадками, на которых вести этот диалог и этот спор. Знаете, сами украинские историки еще задолго до вот этого объявления этого тезиса относительно того, что Украину создал Ленин, еще в 90-е годы, в начале 90-х годов, вот, я слышал от профессиональных историков, более того, в националистическом Львове я слышал анекдот о том, что назовите самых выдающихся деятелей украинской истории. Вот.
Ну и, соответственно, называют, значит, Ленин, который провозгласил право нации на самоопределение, Сталин, который объединил Западную и Восточную Украину, Хрущев, который присоединил Крым к Украине, и Брежнев, который захватил власть в Москве и руководил всей империей. Вот. Ну, понятное дело, что в каждой шутке есть только доля шутки, но в целом вот, очень показательный анекдот. Это потом уже начали историки и политики использовать вот эту терминологию, что Ленин создал и так далее. Ленин влиял, очень серьезно влиял на процессы, связанные со строительством государственности в Украине. Но в Украине в 20 веке формировалось фактически две Украины. Две украинских истории, две украинских исторических линии. Вот. Одна советская, вторая, будем так говорить, польско-диаспорная, которая вот туда, в эмиграцию ушла, вот это и там развивалась тоже своя культура, своя история, свои там общественные организации, политические силы и прочее, которые в 1991 году вот, объединились и создали то, что называется сегодня государством Украина. Александр Кривенко, покойный ныне журналист, в 1993 году одну из своих статей начинал словами, что украинская государственность родилась от соития националистов и коммунистов. Так оно и было. Вопрос, Константин Петрович, как вы думаете, можно ли считать приход к власти Хрущева вследствие загадочной смерти Сталина госпереворотом? Андрей спрашивает. Есть такая версия, ее очень многие продвигают, что Хрущев на самом деле, что был на самом деле заговор против Сталина, что Сталин пал жертвой этого заговора, что если его не отравили, то специально бездеятельность, сделали все его соратники для того, чтобы врачи не вовремя приехали. Есть такие версии, но, вы понимаете, на самом деле вот, произошло то, что произошло. А что сейчас произошло? Сейчас доказать, что это был действительно государственный переворот, там действительно была череда фактически дворцовых переворотов. Потому что и арест Берии, и расстрел Берии, это тоже был дворцовый переворот. И 20-й съезд, по сути, это тоже был, по большому счету, кулуарный переворот. И ликвидация антипартийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова и прибывшего к ним Шипилова. Это тоже был, по сути, переворот. И отстранение Жукова, это тоже был переворот. И отстранение Хрущева, это тоже был переворот. То есть это была фактически эпоха государственных переворотов, начиная с 1953 года. Вписывается ли в эту канву сам Сталин, его загадочная смерть, вот, это уже вопрос, на который точно историки не смогут дать ответ. Петр, Константин Петрович, вы согласны, что в противостоянии капитализма с коммунизмом капитализм всегда победит, так как в этой экосистеме общественно-экономического уклада человечества капитализм – это хищник, а коммунизм – травоядное. Отсюда так ли уж не прав оказался Троцкий? Смотрите, дело в том, что капитализм пойдет из-за того, что он проиграет капитализму. Капитализм уже сейчас начинают говорить о посткапитализме. Уже сейчас говорят о том, что основные постулаты Маркса, а Маркс как раз был человеком, который сформулировал основные постулаты не коммунизма. Он только мазками, широкими мазками дал видение коммунизма. А он именно описал капитализм. Вот. Что тот капитализм 19 века, он как раз уже не характерен для нынешней эпохи. И очень многие постулаты, которые признавались абсолютно незыблемо в 19-м, начале 20 веке, уже не актуальны. Поэтому капитализм фактически изживет себя. Это не значит, что придет более справедливое какое-то общество, более справедливая формация. Это просто будет означать, что человечество перейдет просто на какой-то другой уровень и коммуникации, и общественных процессов. Угу. Лавров сегодня заявил, пускай американские переговорщики-универсалы Уитков-Кушнер занимаются теми задачами, переговорами с Ираном, которые перед ними президент Трамп ставит.
Но мы решаем свои задачи на Украине. Президент России Путин четко сказал, что это работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять. Эта работа будет выполнена. Прокомментируйте, пожалуйста, Александра. Нет, Лавров ничего не сказал нового, во-первых, это первое. Второй момент – это то, что Лавров точно очертил фактически то, что сегодня отношение крупных мировых игроков к договорным обязательствам. Вот. Они не стоят той бумаги, на которой они подписываются. Ага, так… Лина Востроилова. Похоже, Украина уже устроит мир без победы. Что обычно бывает с теми, кто отказывается от победы? Такой философский вопрос. Это очень разные моменты, очень разные бывают случаи. Дело в том, что такое победа с точки зрения современной войны. А что такое современная... Подождите, я понимаю, я даже понял, к чему вы ведете. А что такое современная война с точки зрения истории войн? Это капля в море. Потому что любая война оценивается сквозь призму двух компонентов. Первый – это возможности для дипломатии в этой войне. Это первый момент. Второе – это применение тех или иных видов вооружений. Вот. То есть военный компонент войны, и второе – это дипломатический компонент войны. То есть вот через призму этих компонентов оценивается любая война. И когда говорим про современную войну, мы говорим про войну, про именно возможности для дипломатии, которые создаются, для международных отношений. Вот. И второе – это именно применение новых видов или новой тактики боевых действий. Вот ровно то, что мы сейчас можем говорить. Вот. Нынешняя война, она четко показывает, что сегодня ни Россия не может похвастаться тем, что она может одержать в ближайшее время там, какую-то убедительную победу, захватить там, всю Украину, водрузить там, над Банковой знамя и так далее. То есть не может этим похвастаться. Второй момент – это Украина не может похвастаться тем, что она точно выйдет на границы 91 года. Вот. Поэтому сегодня образ победы, вот, который в пропагандистском ключе создается и в России, и в Украине, он очень далек от того образа победы, который держат в голове политики, которые несут ответственность за государственность и в России, и в Украине. Добрый вечер, Саша Кость Петрович. Большая просьба к гостю объяснить природу армавира. Армавир действительно придумал Порошенко как некую пиар-идею, чтобы удержаться во власти, или это пособие по отрыванию Украины от России? И написано это пособие в Лондоне или Вашингтоне определенными спецслужбами. Большое спасибо. Армавир – это армия мова вира. Вот это лозунг Порошенко, который ему придумали его политические технологи. Вот. У него были очень, скажем так, у него было очень много умных людей в его окружении, Игорь Грынев, Олег Медведев и так далее, все, это действительно умницы, большие умницы, которые ему просто решили, что взяли социологию и решили, что вот его электорат, для его электората вот эти вот принципы армия, укрепление армии, укрепление обороноспособности, язык, на котором акцентировал внимание сам Порошенко, хотя в быту он был русскоязычным, оставался русскоязычным в быту. Вера, Томас, попытки создания карманной церкви, поцелуи и так далее, что они являются теми китами, на которых будет базироваться будущий электоральный успех Порошенко. Но сейчас эти лозунги перехватил Зеленский. У нас уже так как-то получается, что президенты приходят на одних лозунгах, а потом плавно смещаются на Запад и пытаются заручиться поддержкой именно Запада. Это касается не только Порошенко, это касается и Зеленского сейчас мы видим. Это касалось в свое время Кучмы, который в 1994 году пришел под одними лозунгами, а уже в 1999 году пытался заигрывать с Западом Украины.
Так, добрый вечер, Константин Петрович. В одном из недавних интервью американскому журналисту вы утверждали, что, цитата, «Россия проиграла Украине когнитивную информационную войну. Очевидным представляется, что подобная война ведется с помощью ресурсов, не столько единого марафона, принадлежащих Украине, а с помощью европейских и денег, и американских изданий, интернет-ресурсов, площадок. На ваш взгляд, российская точка зрения и доводы, представленные в этих демократических, свободных для выражения любого мнения светочах гласности, ресурсах с равным представительством, что и украинская? А если нет, то тогда при чем здесь победа Украины? А кто победил в информационной войне в Китае и Индии, странах Ближнего Востока, африканских странах? И самое главное, какой критерий выигрыша в такой войне? Полгода не признавать в СМИ, что Покровск потеряли? Да, да, даже это. Знаете, я постоянно я люблю этот анекдот о том, как Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон вот, были приглашены на парад там, 7 ноября в советские времена, их пригласили на трибуну Мавзолея, они стоят на трибуне Мавзолея, смотрят на этот парад, и Александр Македонский говорит, если бы у меня были такие вот мотострелковые дивизии, я бы захватил бы и Индию, и пошел бы, и Китай бы захватил, вот, и вообще весь мир бы завоевал. Ну, вот. Юлий Цезарь говорит, а если бы у меня была такая авиация, вот, так, значит, я бы, говорит, вообще там, захватил бы не только Галлию, но вообще бы захватил бы вот, всю Европу. Там. Наполеон говорит, а если бы у меня была газета «Правда», вот, до сих пор бы никто бы не знал о том, что я проиграл Ватерлоо. Вот, так что в данной ситуации вот, средства массовой информации, которые создают определенные мнения, общественное мнение, они очень важны. Если кто-то говорит, да, это ж только Запад, это ж только американцы и европейцы подыгрывают Зеленскому, извините, пожалуйста, но Китай, Индия и другие, они попросту занимают нейтральную позицию в этом конфликте. Они не поддерживают позицию России в информационном плане, изредка поддерживают, но что касается вот в целом, они попросту не создают определенную окраску. Европейские издания играют на стороне Украины. Это значит, что в принципе вот, сегодня западный читатель, западный потребитель информации, не только западный, значительная часть мира тоже через англоязычную прессу оценивает те или иные события. Россия не сделала ничего для того, чтобы... Ну, нет, ничего я не буду говорить. Russia Today они сделали, но, извините, пожалуйста, с большой уязвимостью и с тем, что они ее сразу же потеряли как источник. Вот. Они не готовились к информационному сопровождению этой войны, в которую они ввязались. Они не готовились к тому, чтобы мир фактически имел альтернативную точку зрения. Вот. Они считали, что того, что создано, уже достаточно. Оно было очень уязвимо, то, что было ими создано. Оно не работает сегодня. И пообщайтесь с большинством людей, которые сейчас в Европе, интеллектуалов, и даже простых людей. Вот. Они же смотрят на ситуацию через призму вот определенной одной тенденции. И поэтому я и говорю, что Украина в данной ситуации, а если я говорю Украина, это не только Украина, это все те политические силы, все те государства, которые сегодня поддерживают Украину, которые стоят за Украину, которые финансируют те или иные активности в Украине, которые дают деньги и которые разделяют позицию Украины, что эта позиция доминирует. И Россия пропускает гол за голом в информационной сфере. Ну вот за последние полгода какие голы она пропустила? Да, можно это самое, можно сейчас просто сесть и разобрать фактически, начиная даже не с даже этих полгода последних. Вот. Смотрите, сейчас, я так скажу, что сейчас мир обсуждает ситуацию в России, которая мало имеет общего с самой ситуацией в России. Логично. Я звоню, так, обсуждается большое количество там, каких-то интриг в российском руководстве, то, что Путин уже чуть ли не уходит в отставку, то, что уже сейчас там собирается передать бразды правления младшему Патрушеву, то, что в России там сейчас ожидается исход людей из похлеще, чем в 2022 году, что новая волна мобилизации, что уже вот точно мы знаем, что будет новая волна мобилизации и так далее. То есть все это
это сейчас всерьез обсуждается как уже свершившийся факт. Вот. Как уже свершившийся факт. И в этом отношении как раз украинские пропагандисты, представители российской, даже их сложно назвать оппозицией, но тех, которые сегодня в информационном плане работают, создают альтернативную реальность в эмиграции, и западные спецслужбы, они работают в одном ключе. Нет, ну понимаете, почему вот просто вот мы-то уже давно в этом все. Вот я не могу понять. Ну вот смотрите, ну Гордон рассказывает, что Путин умер. Да? Там кто там, Соловей рассказывает, что там куча двойников. Ну вот, а как ты вот этому будешь... Вот хорошо, ладно, это такое. Это оскомина, это еще с 22 года. Ну вот, например, сегодняшний материал, Рейтерс, по-моему, тоже мне попался, тоже вот, толстосумы выводят деньги из России. Массово, много. С вашего разрешения, наверное, включу свет уже немножко меняется. Да. Ну, то есть, понимаете, а ты тут сидишь и думаешь, ну, выводят, ну, хорошо, ну, кто-то там чего-то куда-то вывел, например, да. Опять-таки, не сказано куда, они боятся за внутреннюю экономику, поэтому спасают деньги и отправляют деньги на Запад. Да, это еще один момент, что большое недовольство вот этих толстосумов, олигархов, миллиардеров, которые недовольны своим положением, которые хотят вывести деньги из России, которые бегут от Путина, вот, и так далее. То есть это все тоже как бы, мало имеет общего с реальной картиной, но в целом вот начинается такая нагонка, а дать какой-то ответ, ну, невозможно. Более того, я столкнулся с тем, что, например, определенная среда, вот, скажем так, связанная с западными спецслужбами, создает миф. Потом этот миф тиражируется в средствах массовой информации, а потом со ссылкой на эти же средства массовой информации вот, эти же спецслужбы подают отчет наверх политикам о якобы реальном положении дел. Так мы вот подождите, так вы же раскрыли эту всю. Мы тут говорим, это же не информационная война. Это тоже элемент информационной войны. Нет, это не информационная, это подлог документов для вот этих политиков, которые принимают решения. Синтенки, разведки, вот эти все товарищи, они приходят и приносят всяким там, ну я не буду говорить Урсулу вы разоблачили в самом начале нашего сегодняшнего эфира, ну вы поняли, то есть приходят к каким-то политикам, президентам и говорят, смотри, все, там, капитал бежит, все, сейчас развалится, сейчас все это. А он говорит, ну я ж не могу никаких решений против принимать, потому что вот такие... Это и делается, а мы уже люди, которые это читаем, мы уже, побочный эффект, понимаете? Конечно. Конечно, а мы просто, простой человек, в принципе, прочитает потом где-то выдержку из там, публикации Financial Times или Economist, вот, и скажет, да, так Россия же уже скоро развалится, потому что надо потерпеть еще пару месяцев, вот, еще 2-3 недели потерпим, и она точно развалится. Ну, вот так создается вот эта виртуальная реальность. Константин Петрович, Ясеру Арафату якобы принадлежит фраза «Смерть Европы в матках арабских женщин. Мигранты и демографический кризис». Вопрос, а в чем смерть России? Или все банально? В продажных и тупых чиновниках, депутатах, как и в Украине? Если так, то кому там продались? Ну, это уже вопрос к российским демографам, российским политологам, российским экспертам, которые будут говорить о том, так уж близка смерть России, как ее рисуют некоторые. Вот. Вы знаете, очень много есть публикаций, я читаю очень много по России, вот, концептуальных вещей, интервью знаковых личностей, слежу за новостями, слежу за тем, что происходит в регионах там, и так далее. То есть все это стараюсь изучать цифры, изучать те процессы, которые связаны с Россией. Ну, специфика моей работы. Вот. И что касается вот этих плачей, которые я слышу время от времени, что вот точно за Сирию узбеков, которые приезжают из Узбекистана, это точно, значит, приведет к развалу России. Региональные Нет, проблемы... Сейчас, подождите, тут на неделе Беларусь шатнули как?
Вы Вот. видели? С Да. узбеками, которым заплатили меньше. Прям шатнули. Да, так вот, дальше в регионах начинаются там процессы, которые, значит, точно приведут к развалу России. Если Путин умрет, вот, то точно начнется гражданская война в России, которая приведет к распаду России. И так далее, и так далее. Китай точно должен отхватить там прямо по Уралу уже, а возможно даже за Урал. Там, вот, отхватить территорию, потому что Китаю негде селить своих людей, ему нужны ресурсы и так далее. Ну, то есть вот эту всю муть, вот это все я читаю постоянно. Вот, понятное дело, делю на 20 на 30 это все. Вот, но это вот каждый во что гораздо сейчас ищет, где же вот эта вот иголка, где же это яйцо, которое спрятано смерть Кощея. Вот. Ну, как-то не находят они это яйцо. Перейдем к чату трансляции. Давайте здесь тоже несколько вопросов. Нина, Кость Бондаренко, когда вы говорите, что Лондон-Сити главный партнер Украины, а Украины или власти вы имеете в виду? Или вы действительно считаете, что Украина? Я, когда говорю Украина, слово, в первую очередь я имею в виду украинское государство, то есть украинскую власть, вертикаль украинской власти и тех, кто фактически выступают от имени Украины в политическом плане. Когда я говорю про Украину как страну, как страновой проект, вот, я точно не считаю, что лондонский Сити это является партнером и близкий друг Украины. Это скорее очень циничная и очень прагматичная сила, которая использует украинское руководство в своих собственных целях. Здравствуйте. Вопрос. Россия в этой войне как догоняющая, то есть зеркальные ответы на действия зеленых, но не идут прямые вопросы, что делают США в Иране, чтобы завершить эту войну и склонить к миру. Да, Россия догоняющая страна. Россия в данной ситуации она отстает на полшага. Вот. И единственный шанс у России изменить эту ситуацию – это использовать оружие, использовать изобретения, которые могут эффективно подавлять дроны. Вот. До тех пор, пока у России не будет этого оружия, она будет проигрывать войну дронов. Потому что на Украине работают практически все государства НАТО. Весь оборонный комплекс Запада. Как вы считаете, колл-центры и криминал Днепра создан и принадлежит ФБР? Почему многие воры в законе ездят в сопровождении СБУ, а теракт в Монако и прочее спускается с рук, если это уже вне Украины? Ну, мне сложно сказать, ездят ли воры в законе в сопровождении СБУ. Вообще-то, насколько я знаю, для самих воров в законе это не совсем правильно, не совсем по их понятиям. Вот это первое. Второй момент – это то, что я не знаю, ФБР ли крышует эти колл-центры. Да, то, что закрывает глаза на их существование. И не только на колл-центрах, есть сообщество кардеров, которые бомбят карточки, там есть другие там преступные сообщества. То, что партнеры Украины, западные партнеры Украины закрывают на это глаза и не особо вникают в эту суть до тех пор, пока действуют эти преступные сообщества на территории бывшего Советского Союза, за исключением государств, дружественных по отношению к Соединенным Штатам и к Европе, вот, то глаза закрываются. Вот если только эти же сообщества начинают действовать на территории там, Соединенных Штатов, Британии и так далее, вот, ФБР включается по полной силе. Картонки – имитация демократии для других стран? Картинка? И второй вопрос. Зеленский уничтожил националистов. Кто-то знает вообще про тех Гнебоков, Белецких? Что, знают, сегодня с Белецким встречался Зеленский. Сегодня он с Белецким встречался. Нет, Зеленский не уничтожил национализм. Он решил использовать его в собственных целях. Он решил использовать национализм как инструмент. Вот, и он им пользуется. Знаете, он попросту решил показать, что не только он. Партию «Свобода», например, уничтожил правый сектор в 2014 году. До 2014 года многие верили, что есть такая партия «Свобода», такие зубатые националисты со Львова, которые вот сейчас придут и дадут в морду Януковичу. Вот. И вот это ожидание
когда они придут и дадут морду Януковичу, вот, оно создавало определенный ореол, ореол таинственности вокруг партии «Свобода». А тут в 2014 году появляется Ярош с правым сектором, который не ожидал, а дал в морду. Вот. И сразу же вот, партия «Свобода» обнулилась. Вот. Ну, правда, нельзя сказать, что и правый сектор там блистал. Время таких вот именно действий вот, ушло вместе с Майданом. А дальше пришло время разного рода проходимцев, которые просто используют националистическую риторику и националистические жесты. Так, ну а картонки – имитация демократии, получается. Да, это абсолютная имитация ради картинки. Ради картинки, для того, чтобы были красивые кадры, отправленные на CNN, BBC и так далее. Угу. Так, вопрос-шутка. Не считаете ли вы, что глаз ИИ следит и изучает вот даже этот эфир и делает свои выводы с улучшением алгоритмов? Или ИИ еще глупый, и формирование алгоритмов все же прерогатива человека? Вы знаете, алгоритмы, которые закладываются, например, тоже чат GPT, они абсолютно в либеральной и прозападной парадигме лежат. Вот. И если бы чат GPT проанализировал наш с вами эфир, они бы выдали бы такой вывод, что мы с вами там как минимум на зарплате у ФСБ и там получаем нарративы исключительно лично от Путина. Вот. Я уже неоднократно это слышал, когда человек чуть-чуть покритиковал Зеленского, слегка. Запускаете этот текст в чат GPT вот, с просьбой дать оценку этому тексту. Чат GPT выдает, что это кремлевские нарративы. Угу. Вот. Ну, надо уточнять, какая версия. Есть платная, есть бесплатная. Нет, платная версия, конечно. Есть по-разному. Так, Украина на ненависти к России хотела въехать в Европейский Союз, спрашивает пользователь. Дождик. Да, именно это было одно из тех предложений, которые Украина делала Европейскому Союзу, что мы готовы быть триггером по отношению к России, но примите нас. Что значит мир для Бондаренко? В первую очередь, это не только подписание мирного договора между Украиной и Россией, это создание определенных обстоятельств, определенной ситуации, при которой внутри Украины вот, люди не будут смотреть волком друг на друга. Потому что можно закончить войну с Россией и получить намного более кровавую и острую внутри самой Украины. А этого допустить точно нельзя. Ну, возмущаются, вот, Иван, что так чат GPT пользуется утвержденными нормами. Он просто делает свою работу. То, что нормы обсосные, проблема чата GPT. Нет, это вот я просто говорю о том, что не идеализируйте чат GPT. Не идеализируйте чат GPT, его настройки, его алгоритмы созданы с определенным подтекстом. Определенные люди закладывали определенный подтекст. И, кстати, как и в Википедию и так далее. То есть, Ой, а в украинскую Википедию что там закладывали? Украинская Википедия, да, я о себе там столько много нового узнал. Это да. Вопрос, от кого и когда Бондаренко слышал, что России нужна вся Украина, и России надо для победы всю ее завоевать? На марафоне, что ли? О, нет. Вот. Вы после наших эфиров вот, вы посмотрите большое количество тех публикаций, которые из России как раз идут, российские боты или даже уверовавшие, скажем так, в близкую победу, вот, пишут, что да что там Бондаренко знает, да вообще вот пока до Ужгорода не дойдем, пока мы не помоем там сапоги в Черемаше. В Тисе, да, так до тех пор вот, и так далее, и так далее. То есть, нет, а если серьезно, то в России есть очень много сторонников именно того, что необходимо дойти необходимо, чтобы украинская государственность перестала существовать, а Украина фактически прекратила свое существование. Я уже давно говорил о том, что Украина никуда не денется. Другое дело, в каких границах она будет.
Вот. Чем дольше будет вот это безобразие, которое сегодня предлагает Зеленский, тем больше шансов, что Украина останется не только без Донбасса, но без Харькова, Одессы, Николаева и других городов, крупных городов. Будет такая чуть больше Словакии, например, государство без выхода к морю и так далее. Вот. Но чтобы этого не случилось, я постоянно говорю о том, что необходимо думать, а есть ли у нас потенциал для того, чтобы сохранить государственность, а не играть в чужие игры, в интересах других государств. Здравствуйте. А что, если большие обстрелы Киева проходят, когда Зе уезжает, потому что ему пытаются сказать: сиди, Вова, дома, а не езди по Европам? Простите. Вот такой вывод. Российская разведка чудесно знает, когда, куда и в какое время уезжает Зеленский. Чудесно знает. Они знают, когда самолет, например, в Кишиневе или в Жешеве стоит. Готовится, да. Да, готовится. То есть это все прозрачно происходит, скажем, прозрачно для разведок. Они знают, куда передвигается кортеж. Видят, даже спутники видят, как кортеж передвигается по тем или иным трассам. То есть все это они видят. При желании они могли бы, естественно, там определенные предпринять действия. Но другой вопрос, что Путин считает, что существует ряд красных линий, которые он точно не переходит. Ряд красных линий. Вот как бы это ни выглядело смешно. Одна из них – это уничтожение руководства Украины. Военного, политического. Ой, мне так нравится вот это. Когда пришел в чат Роман, 20-летний российский солдат родился и типа сдох при Путине. Вот такая скрепа. В России родись и сдохни при Путине. И смайлики, вот это все издевательские. А я вот это читаю, видите, а мне вот это, кстати, обсуждал сегодня на эфирах. Помните, там говорили в самом начале, мы должны сейчас вот быстро закончить эту войну, чтобы потом не воевали наши дети. Да. Товарищ Роман, который это пишет, как бы не получилось так, что родится и сдохнет украинец какой-нибудь при Зеленском, понимаете? 20-летний или еще какой-то. Особенно судя по тому, куда он не хочет ни выборы проводить, ни уходить никуда. Понимаете, это прям... В общем, тоже у нас свой Вова. Да, кстати, это я не преувеличиваю. Люди, которые хорошо знают Зеленского, они говорили о том, что в 2020-2021 годах Зеленский всерьез говорил о том, что восхищался всерьез Путиным и Лукашенко, что они показали всему миру, что не обязательно сменяться, не обязательно уходить со своего поста, можно быть эффективным, несмотря на то, что нет сменяемости лидера. То есть говорить о том, что в этом отношении Зеленский является антиподом, демократом истинным, это будет преувеличением. Один одесский эксперт делает прогнозы, добавляет, что это его мнение. Разве эксперты могут давать личное мнение? Я думал, что должны опираться на факты. Зачем выдавать свое желание за аналитику, Константин Петрович? Значит, эксперты выдают свое мнение, опираясь на факты, аргументы, на статистику, на инсайды и так далее. Они формируют свою версию происходящего, но понятное дело, что они не могут гадать на кофейной гуще. Не может быть гадания на кофейной гуще под видом экспертного мнения. Каждое мнение должно быть аргументировано и опираться на какие-то факты. Константин Петрович, как вы думаете, не оттяпает ли Польша свои исторические земли под предлогом, чтобы русским не досталось? Спасибо за эфир. Не оттяпает. Не оттяпает. Есть несколько аспектов, которые поляки, в принципе, понимают, что на самом деле им эти земли абсолютно не нужны. Знаете, я в свое время общался с одним очень известным, я это тоже цитировал уже неоднократно, этот разговор. В 2015 году, да, у меня был обед в Варшаве с одним очень известным польским политиком, очень известным, который сказал за обедом, говорит, вообще-то, по-хорошему, мы, поляки, благодарны Сталину за то, что он забрал у нас Галичину. У нас образовалось абсолютно моноэтническое, гомогенное, извините, там, государство, где там 90 с лишним процентов это поляки. Нам абсолютно удобно. Мы
мы получили плюс ко всему еще и территории, там, выход к Балтийскому морю, там, имеется в виду Гданск и так далее, мы получили Вроцлав. Вот. А Галичина – это теперь ваша проблема, сказал он с улыбкой. Извините, поляки уже научены опытом междувоенного времени, когда главным дестабилизатором ситуации в Польше была именно украинская Галичина, украинцы Галичины. Вот. Если бы это были земли, которые были бы ничейными, никем не заселены, может быть, поляки бы на это претендовали, на эти земли. Вот. Это первый момент. Второй момент – это то, что Польша вступала в Европейский Союз, точно так же, как Венгрия, Румыния и другие государства вступали в Евросоюз в определенных рамках, с определенными территориями, с определенным количеством людей и так далее. Вот. И брали на себя определенные обязательства. Потому что членство каждого государства в Европейском Союзе, каждого отдельного, это бюджеты, это влияние на бюджетную политику, это влияние на планы, там у них плановая экономика, 5, 6, 7-летние планы в Евросоюзе, вот, если кто не знает. Так вот, как говорят европейские чиновники, если Польша захочет присоединить к себе Галичину, то нам проще исключить Польшу из Евросоюза, вот, чем переварить этот шаг. Полетел антикриз, вот приходит данные о том, что Генштаб, информация о запрете военным публично высказываться или общаться со СМИ не соответствует действительности. Короче, нельзя рассказывать про войну, ну там, да. А про Федорова можно. Это все бред, не переживайте, все нормально. Никто никого не наказывает, никто никому ничего не запрещает, вот такие дела. Ну давайте вот такой финальный вопрос. Вопрос уважаемому Константину. Имеет ли будущее страна, народ которой не сопротивляется против войны и уничтожения, где люди ждут денег за их же убийство? Россия точно враг Украины? И Беларусь тоже? Экзистенциальный вопрос. Вот, если я отвечу на него искренне, я получу 111 статью Уголовного кодекса. Я ответил на ваш вопрос, надеюсь. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Мы вернемся с Константином. Это все форс-мажоры. А то, знаете, там, в прошлый раз, когда не было среды, Константину Петровичу, что случилось, а где? Этот раз, а что, а как, а почему? Нет, извините, пожалуйста, я просто хочу прояснить там, определенные обстоятельства. Я, кроме того, что я выступаю, что я появляюсь в эфирах и так далее, у меня еще есть и определенные обязательства. Я работаю, постоянно нахожусь в движении, постоянно нахожусь в перелетах, постоянно у меня редко какая неделя обходится без командировки. Вот, то иногда эти командировки совпадают со средами. Вот, и у меня возникает там дилемма: либо выходить в записи, вот, как Александр предлагает мне на выбор, либо же выйти в эфир в другой день. Но общаться с вами – это всегда лучше, вживую и в прямом эфире. Поэтому, если я в какую-то среду не выхожу в эфир, знаете, что в это время я где-то лечу в самолете. Да, тем более, что опытные зрители заметили, что и задник меняется, еще что-то. Поэтому... Это да, ну, тоже все мы люди, у меня произошел переезд, я теперь... Нет, я все-таки в Австрии, как и раньше, но просто поменял место дислокации. Поэтому с новосельем вас, Константин Петрович, и до встречи в следующую среду. До встречи. Обязательно. Я думаю, что в следующей встрече мы точно встретимся. Друзья, берегите себя. Добра